Всем привет! Сегодняшняя лабораторная работа будет посвящена извлечению драгоценных металлов из вот такого материала, представляющего из себя лигатуру от импортных разъемов. Также в процессе сегодняшней лабораторной работы мы проведем сравнительное тестирование между двумя выщелачивающими реагентами, а именно между китайским реагентом Джинчан и с разрешения и по просьбе российской компании Румет вот такого реагента под названием рутенит. Собственно, сама компания Румет, основанная в 2018 году и являющаяся высокотехнологичным предприятием по переработке лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, великодушно предоставила вот такое количество выщелачивающего реагента, за что ей отдельное спасибо. По плану переработки. На первом этапе разобьем материал на две равные части и поместим его в посуду объемом по 5000 мл. На втором этапе проведем выщелачивание двумя реагентами, джинчаном и рутенитом, и при этом будем оценивать его скорость. На третьем этапе проведем фильтрацию растворов. И на следующем этапе попробуем восстановить золото из щелочных растворов до металлического состояния при помощи диоксида тиамочевины, а в случае неудачи при помощи цинкового порошка. Ну и на последнем этапе результаты переработки, в случае их наличия, взвесим и сплавим. Так как подобного вида материал попадает в мои руки не впервые, примерный выход по нему я знаю, и он равен 0,7-0,8 граммам на килограмм. Соответственно, при стартовом весе всего материала в 10 килограммов мы можем надеяться на выход по золоту в районе 7-8 граммов. План накидали? Приступаем. Материал разбит на две равные части и перемещен по стаканам объемом каждый по 5000 мл. Также эти стаканы я подписал буквами R и Джин. Выщелачивающий раствор на базе реагента Джинчан я уже подготовил. Здесь его 3 литра 3% концентрации, на которые пошло 90 граммов реагента Джинчан. Также в качестве стабилизатора было использовано 40 граммов гидроксида натрия и в качестве дополнительного окислителя 30 граммов железа синеродистого калия. И если с этим раствором все более-менее ясно, навески для него стандартные, то с рутенитом все несколько сложнее. В соответствии с инструкцией по применению, на каждый литр воды необходимо использовать 2 грамма реагента. Также на каждый грамм предполагаемого золота в материале необходимо добавить 3 грамма этого реагента. И также, исходя из предполагаемого количества серебра в материале, необходимо добавить 4 грамма реагента на каждый грамм предполагаемого серебра. Таким образом, если несколько завысить наши ожидания по выходу золота из этой половины материала до 5 граммов, нам необходимо использовать 6 граммов реагента для воды, 15 граммов реагента для предполагаемого золота и 20 граммов реагента для предполагаемого серебра. Приняв к сведению, что содержание золота и серебра в этом материале будет одинаковым. Таким образом, общее количество реагента для приготовления раствора у нас должно быть равно 41 грамму. Также в инструкции по применению реагента рутенит есть такое требование, как равность масс этого реагента и предполагаемого количества меди, находящегося в материале, для ее пассивации. Таким образом, если предположить, что наши подложки от лигатуры изготовлены из меди, а количество этой меди равно 5000 грамм, нам было бы необходимо использовать 5000 грамм реагента рутенит плюс 41 грамм для растворения серебра и золота. Использование реактивов в подобном количестве я считаю кощунством. И с учетом того, что медь у нас находится в сконцентрированном виде и имеет не такую большую площадь для пассивации, мы приготовим все тот же 3% выщелачивающий раствор, как и в случае с джинчаном, на что у нас уйдет 90 граммов реагента рутенит. Также, немного отходя от рецептуры, указанной в инструкции по использованию, мы добавим в качестве дополнительного стабилизатора уровня pH 40 граммов гидроксида натрия и в качестве дополнительного окислителя 30 граммов железа синеродистого калия. Выщелачивающий раствор с джинчаном, а также вода предварительно подогреты до температуры приблизительно 40 градусов. И давайте приготовим выщелачивающий раствор на базе рутенита. Включаем магнитную мешалку. Включаем вращение.
Присыпаем рутенит. Присыпаем гидроксид натрия. И присыпаем железо-синеролистый калий. Спустя пару минут раствор готов. И мы приливаем его к материалу. Ну а ко второй части материала приливаем выщелачивающий раствор на базе реагента Джинчан. Ставим второй стакан в мешалку. На обоих мешалках включаем подогрев и будем держать температуру раствора в районе 40-45 градусов. Также на дне каждого из стаканов у нас находится воздухорассеивающая трубка для барботации раствора. И теперь, включив компрессор, мы ее задействуем. Ну и наблюдаем за процессом выщелачивания. Прошло всего лишь 4 минуты, и, как можно видеть, золотосодержащее покрытие уже практически снято. Причем я бы сказал, что скорость выщелачивания рутенитом несколько выше. Здесь снято приблизительно 90%, здесь процентов 80%. И думаю, что мучить нашу лигатуру более 30 минут обоими реагентами мы не будем. Спустя 30 минут выщелачивание закончено. Можно наблюдать отсутствие золотосодержащего покрытия на лигатуре и сделать вывод, что оба реагента, как Джинчан, так и рутенит, справились. И эти растворы отправляются на фильтрацию. По прошествии 20 минут выщелачивающие растворы отфильтрованы. И, как можно видеть, раствор рутенита имеет чуть более насыщенный цвет. И это может говорить о том, что он более агрессивно подъедал материал подложки лигатуры. И теперь самое время взглянуть на материал после обработки его выщелачивающими растворами. Вот так выглядит материал после обработки Джинчаном. И вот так выглядит материал после обработки рутенитом. Визуально выглядят они совершенно одинаково, из чего можно сделать вывод, что оба справились со своей задачей на 100%. Так как у меня нет стопроцентной уверенности в том, что золото из выщелачивающего раствора с рутенитом мы сможем восстановить до металлического состояния при помощи диоксида тиамочевины, мы поэкспериментируем с небольшим количеством этого раствора. Для этого предварительно нагреем его до температуры 90 градусов. Спустя пару минут раствор нагрелся. Теперь включаем магнитную мешалку.
И присыпаем небольшое количество диоксида тиамочевины. Раствор поменял цвет, что говорит о том, что эксперимент удачен. И теперь можно попытаться выделить золото из выщелачивающего раствора с рутенитом химическим способом при помощи диоксида тиамочевины. Из выщелачивающего раствора с джинчаном добывать золото мы будем аналогичным способом. И для этого также подогреем оба раствора до температуры не ниже 80 градусов. Спустя приблизительно полчаса растворы нагрелись до температуры выше 90 градусов. И теперь самое время приступить к восстановлению золота из этих растворов до металлического состояния. Делать мы это, как я и говорил, будем при помощи диоксида тиамочевины. Для этого запускаем магнитные мешалки. И присыпаем диоксид тиамочевины. Сначала в раствор джинчана. Ну а теперь в раствор рутенита. Восстановителя, думаю, достаточно. Теперь крутим под кипением и ждем коагуляции. Спустя пару минут золотой осадок скоагулировался. Но, к сожалению, за это время на стенках стакана образовалось золотое зеркало. И теперь надо попробовать его как-то отсюда удалить. К сожалению, счистить золотое зеркало со стенок посуды при помощи стеклянной палочки не удалось. Этим я займусь уже за кадром при помощи специальной щетки. Но в то же время можно видеть, что золотой осадок скоагулировался лучше в растворе рутенита. Он просветлел сильнее, нежели раствор джинчана.
Теперь выключаем магнитные мешалки. Ждем, пока осадок скоагулированного золота осядет на дно в обоих стаканах. После этого декантируем верхушки растворов и далее продолжаем работать с осадками золота. Я собрал золотые осадки в посуду меньшего размера. В итоге осадок после работы с аутунитом имеет вот такой объем, а после работы с джинчаном вот такой. Визуально из-под аутунита осадка больше, но он легче. Сейчас я попробую слить верхушки и скоагулировать дополнительно осадки при помощи серной кислоты. Я скоагулировал осадки при помощи серной кислоты в обоих стаканах, для того, чтобы можно было визуально оценить их количество. И вот такое количество получилось после работы с аутунитом. И вот такое количество после работы с джинчаном. Визуально осадка из-под аутунита больше, но он просто более воздушный. Теперь эти золотые осадки надо перерастворить в царской водке для получения чистого золота. Я не вижу большого смысла делать это по отдельности, так как на 100% уверен, что извлечение при выщелачивании и при осаждении из обоих растворов было полным. И поэтому осадки мы объединяем. И далее будем работать с ними как с единым целым. А именно будем перерастворять в царской водке для очистки. Для этого приготовим ее 80 мл. Льем в мерничек 20 мл азотной кислоты. И 60 мл соляной. До 80. Напомню, что объемное соотношение кислот 1 к 3, массовое 1 к 2. Приливаем получившуюся царскую водку к нашему золотому осадку. Включаем легкий подогрев и ждем растворения. Через пару минут все, что хотело раствориться, растворилось. И также в растворе можно наблюдать плавающие хлопья хлорида серебра. Раствор отправляется на фильтрацию для последующего восстановления из него золота до металлического состояния. Царско-водочный раствор золота отфильтрованный имеет достаточно правильный цвет, по которому можно сказать, что примесей, кроме золота, в нем практически нет. Поэтому восстанавливать из него золото до металлического состояния мы будем при помощи одноводного раствора гидрозингидрата, разведенного в соотношении 1 к 3 с дистиллированной водой. Ну а предварительно свяжем избытки азотной кислоты в этом растворе при помощи мочевины.
избыток азотной кислоты присутствует. Погасили вроде бы весь. Тем временем раствор нагрелся до температуры приблизительно 70-80 градусов. И можно приступать к восстановлению. Для этого прикапываем восстановитель. Можно видеть начало коагуляции. Восстановителя достаточно. И теперь крутим под кипением и ждем окончательной коагуляции. Заодно прибавим оборотов на магнитной мешалке, чтобы скоагулировавшиеся частицы собрали зеркало на посуде. А теперь плавка.
Ну и долгожданная финалочка. Давайте взвесим результат проведенной лабораторной работы. И этот результат равен 7,15 грамма. И он, в принципе, укладывается в вилку между 7 и 8 граммами, которые мы заявляли в начале видео. Теперь касаемо самого процесса. Напомню, что основной целью проведения сегодняшней лабораторной работы было произвести сравнительный анализ между двумя выщелачивающими реагентами – китайским джинчаном и российским рутенитом производства компании Румет. И честно признаюсь, что после просмотра на YouTube пары обзоров последнего от своих коллег по цеху я был приятно удивлен его эффективностью. Поверьте на слово, передо мной не стоит задача петь необоснованные дифирамбы отечественному производителю. Но с учетом того, что в процессе проведения сегодняшней лабораторной работы вы все видели сами, они вполне обоснованы. На мой субъективный взгляд, выщелачивание российским реагентом рутенит проходило чуть быстрее, чем китайским реагентом джинчан, при одинаковой 3% концентрации каждого из них в выщелачивающем растворе. К тому же, опять же, на мой субъективный взгляд, коагуляция золотого осадка из раствора после обработки материала рутенитом проходила быстрее и несколько полнее, что было заметно по более светлому раствору после окончания процесса коагуляции. Но для порядка один камень в огород отечественного производителя я все-таки кину. И камнем этим будет цена. На данный момент на отечественных маркетплейсах можно найти реагент рутенит по цене чуть ниже 4000 рублей за килограмм. При том, что китайский реагент джинчан можно без проблем найти на одной из площадок по цене около 1000 рублей за кило. Ну и подводя итог всему вышесказанному, я объявляю боевую ничью между китайцами и русскими по итогу проведения сегодняшней лабораторной работы. В последующих видео я обязательно покажу другие способы извлечения драгоценных и не очень металлов, но это будет точно не сегодня. А на этом у меня все. Всем пока!